Здравствуйте, друзья! Вы на канале Mindful Fitness, и с вами фитнес-тренер Елена Смелянская. Сегодня я хочу поделиться с вами очень интересной, необычной и эффективной разминкой, которую можно использовать в качестве утренней зарядки сразу после пробуждения или в качестве разминки перед вашей основной тренировкой. Она вам точно понравится. Элементы этой разминки были взяты из китайских боевых искусств, а именно из их разминочных самомассажных серий, а также из китайских энергетических практик. Эта разминка, помимо разогрева всего тела, усиления тока жидкости в организме, активизации работы всех внутренних органов, подготовки вашего опорно-двигательного аппарата к работе дальнейшей, прежде всего усиливает, укрепляет и исправляет, улучшает, ремонтирует, скажем так, частично утраченную связь между вашим мозгом и опорно-двигательным аппаратом, между вашими мышцами. Это делается для того, чтобы все ваши дальнейшие действия, либо бытовые, либо упражнения, которые вы будете выполнять в основной тренировке, выполнялись правильно, более разумно, экономично и с пользой для вашего организма. И для того, чтобы продемонстрировать вам, зачем укреплять связь между мозгом и телом, и что, разве бывает, что она нарушена, я хочу показать вам одно такое демонстрационное упражнение, которое ходит по сети, и на тот случай, если вы его еще не видели, я хотела бы вам его показать. Итак, мы вытягиваем правую руку, если вы правша, правую, если вы левша, левую руку, вашу ведущую, ребром ладони вверх, большим пальцем вверх. И теперь наша задача, оставляя лучезапястный сустав и плечевой неподвижными, поворачивать только локтевой сустав. То есть сначала он направлен локтевой ямкой в сторону, а потом он должен быть направлен вверх. Вот так. Вверх, в сторону. Вверх, в сторону. Вверх, в сторону. Смотрите, запястье не двигается. Еще раз. Вверх, в сторону. Вверх, в сторону. Вверх, в сторону. Скорее всего, если вы никогда не видели это упражнение, то у вас вряд ли получится так делать. Теперь мы попробуем другой рукой, просто кольцом из пальцев, слегка, без давления, поддерживать запястье другой рабочей руки. И попробуем сделать то же самое упражнение. И скорее всего, что у вас получится его делать лучше. При этом не нужно удерживать со всей силы лучезапястный сустав, просто слегка касайтесь его пальцами. Теперь немножко рука отдохнет, и попробуем еще один раз, после того, как мы подержали, теперь опять сделать без удержания. И вы увидите, скорее всего, что вам лучше, легче делать это упражнение. В чем прикол? В чем фокус? Наш мозг привык пользоваться не всеми, к сожалению, не всеми мышцами нашего тела, только определенным их количеством, которые используются чаще всего на автомате. И поэтому, скорее всего, что мозг просто забыл, как полноценно пользоваться всеми мышцами, например, вашей ведущей руки. Именно поэтому у вас не получается согласованно работать с суставами руки так, чтобы, например, два сустава были неподвижны, а один работал. Как только вы вашей другой рукой просто касаетесь запястья рабочей руки, вы как будто бы привлекаете внимание вашего мозга к этой руке. Он начинает быстро сканировать, скажем так, работу этой руки и на некоторое время улучшает согласованность работы всех мышц руки. И также вспоминает, что ага, здесь вот есть еще такие-то мышцы, которые можно включить. И выполняя нашу сегодняшнюю разминку, мы точно таким же образом будем напоминать нашему мозгу, что у нас тут оказывается вот это есть, или вот эта часть тела, вот эта вот мышца. И таким образом, регулярно выполняя эту разминку, вы сможете, ну и помимо нее еще другие упражнения из этой серии, вы сможете укрепить частично утраченную связь между мозгом как управляющим центром и опорно-двигательным аппаратом, мышцами. И, соответственно, все ваши движения, как в быту, так и в основной вашей тренировке, будут более оптимизированы, более оптимальными, более разумными, продуманными, согласованными, координированными. Это то, чего мы хотим достичь. Итак, начинаем нашу разминку. Итак, мы с вами начинаем нашу разминку. Каждое упражнение этой разминки нужно будет выполнять от 10 повторений и больше.
Там, где потребуется определенное вот большее количество повторений, например, там больше 30 или дальше больше 80, это только в некоторых упражнениях, я буду озвучивать отдельно. Если у вас совсем мало времени, делаете не меньше 10 повторений на каждое упражнение. Если немножко больше, то доведите до 21, 23, вот как-то так. Итак, первое движение. Мы должны просто постукивать челюстями друг от друга, клацать зубами. Делаем 10 раз. Следующее. Пальчиками мы очень аккуратно гладим закрытые глаза с очень легким нажимом. Сначала в одну сторону 10 раз. Так вот, как будто бы вы пытаетесь вот притереть глаза, когда обычно человек просыпается, и в другую сторону. Хорошо, теперь просто умываемся. Вниз движение ладонями по лицу вниз, через уши вверх 10 раз. Теперь пальчики вот так вот приготовили подушечки пальчиков, и мы начнем как будто бы вот причесывать голову, двигаясь по коже головы назад, спереди от лба назад, тоже 10 раз. Ну, приблизительно 10 раз. Теперь самое интересное, нужно потягать себя за волосы. Вы берете себя за волосы, за пряди волос и начинаете сначала из стороны в сторону сдвигать ваш скальп, то есть кожу над черепом. И в норме она должна очень хорошо двигаться. Если вы вдруг обнаружите, что она почти не двигается, это плохо. Вам нужно это упражнение делать очень часто, регулярно, для того, чтобы восстановить подвижность вашего скальпа. А потом вперед-назад. Можно хватать себя за другие, менять место хвата и сдвигать кожу вперед и назад, следя за тем, чтобы она очень хорошо двигалась. Это можно делать и сзади. Я совсем уже испортила себе прическу. И спереди. И вот так вот подвигать как-то там, в общем, достаточное количество раз. Дальше мы переходим на уши. Уши сначала мы подергаем вверх, в сторону, за кончик ушной раковины, вниз. 10 раз. Вверх, в сторону, вниз. Вверх, в сторону, вниз. Вы знаете, что на ушах очень много биологически активных точек, поэтому любое разминание, растирание ушей всегда очень полезно. Теперь пальчиком, вот как будто бы вы прочищаете вот эти все извилинки внутри ушных раковин и в произвольном направлении, и постарайтесь там тоже все промассировать, да. И последнее движение – это пальцы сзади лежат на затылке, и основанием ладони мы 10 раз просто хлопаем себя по ушам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Есть, очень хорошо. Теперь у нас идет 2 точечки, которые находятся на затылке. Вот я поверну сейчас. Итак, у нас есть затылочные бугры, такие вот ямки под основанием черепа. Мы вставим туда большие пальцы, остальные пальцы для упора на голове. И начинаем массировать эти точки. Причем направление усилия немножечко вверх, то есть вглубь и вверх. Я обычно это делаю 54 раза в одну сторону, 54 раза в другую сторону. Если у вас нет времени делать так долго, вы можете делать по 10 раз. И следующая точка, она находится точно по центру, вот под основанием черепа. Здесь такой вот на затылке как выступ, и под ним сразу ямочка, и здесь точка. Ее нужно хорошенечко промассировать. Тоже я обычно делаю по 54 раза, можно минимум делать по 10 раз с хорошим давлением.
Причем эта точка обычно не так чувствительна, а точки, которые вот по бокам здесь находятся, они более чувствительны. Так, дальше. Теперь мы переходим на область горла. Мы кладем одну руку вот так на горло, другую руку пальцами в другую сторону на затылок. И делаем 3 движения, как будто пытаемся свернуть себе голову. Так, 1, 2, 3. Поменяли руки. 1, 2, 3. И теперь гладим себя по горлу. 10 раз. Очень приятно. Девять, 10. Есть, очень хорошо. Теперь переходим на область вот, верхней части груди и плеч. Начинаем всегда с левой стороны. Мы просто гладим с таким легким нажимом, как будто бы растираем вот, верхнюю часть грудных мышц и область плеча. Причем вы можете заходить немножко дальше на трапецию, вот сюда вот. Можете потом спускаться немножко вниз, так, чтобы у вас под руками тело слегка разогрелось. На другую сторону переходим. Вот у меня тут микрофон, поэтому я буду только по самому плечу двигать, но вы знаете, что нужно еще по груди. Растерли. Теперь мы переходим на область рук. Поворачиваем руку внутренней поверхностью руки к себе и начинаем делать такие как будто бы сбрасывающие движения вниз. 1, 2, 3. И обязательно доходите до пальцев, потому что очень многие люди заканчивают только на лучезапястном суставе. 5, 6, 7, 8, 9, 10. И то же самое мы вверх делаем по внешней поверхности руки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Не забывайте, нужен легкий нажим. Другая рука. Мы делаем так, что вот мы как будто бы пытаемся вот, разогреть. Я, например, сейчас уже чувствую хороший разогрев в верхней части корпуса, в области лица, ушей и уже руки. Не знаю, наверное, уже 10 и в другую сторону по внешней части руки. 7, 8, 9, 10. Есть. Очень хорошо. Теперь мы переходим на область ребер. Мы положили ладошки на нижние части ребер. И здесь мы начинаем тоже такими легкими массажными движениями, просто вот как немного растирать эту область. Женщины не касаются молочных желез, все это делается под грудью. В одну и в другую сторону можно сделать. В общем, это не строго не определено, даже иногда можно делать просто в одну какую-то сторону. Теперь мы захватываем еще область живота и делаем вот такие движения вниз по животу, вверх через ребра. Тоже легкий нажим, и под вашими руками ваше любимое тело должно немножко разогреваться. Я уже не считаю, сколько я раз делаю, так, очень ориентировочно. Теперь мы переходим на область почек. Мы вот тыльными сторонами наших кулачков начинаем растирать их. Можно делать по кругу, а я обычно делаю вот так вот по горизонтали, так немножко вниз, как будто бы пытаясь представить себе, что я немного сдвигаю почки вместе. И достаточно интенсивно растираю эту область. Я обычно делаю это 108 раз, так, чтобы под моими руками вот совершенно ощутимо стало тепло и даже горячо. И дальше я спускаюсь на область крестца. Крестец, он находится ниже поясницы, между поясницей и копчиком. И сначала одной рукой я очень хорошо его растираю. 54 раза, если у вас есть время, если нет, можно 10, а потом другой рукой. Точно так же. Захватывая боковые части, центральную часть. Это очень важная часть нашего тела, ее нужно растереть. Теперь следующее наше упражнение. Мы должны поставить пальчики, вот 4 пальца. Женщины левую руку ставят вниз, правую наверх, под пупком. Если вы вот так вот поставите ваши 4 пальца под пупком, то на расстоянии 4 пальцев точечка, мы ее должны вот так накрыть. И мы ее растираем.
Вот здесь вот желательно растереть, как говорят, от 36 раз в одну сторону это место, а потом в другую сторону. Но если у вас прям совсем нет времени, то вы можете, конечно, меньше это сделать. Мы в одну и в другую сторону это делаем. Это вообще считается энергетический центр нашего тела, очень важная точка. Ну, считаем, что сделали. И теперь мы переходим на ноги. Мы должны начинать с ягодиц, верхней части ягодиц. По задней поверхности проводить руками достаточно плотно по ногам, переходить на внутреннюю переднюю поверхность и возвращаться вверх, проводить достаточно плотно по линиям паха, опять уходить вверх на верхнюю часть ягодиц и опять вниз, вверх, вниз, вверх. И так минимум 10 раз. И поскольку мы сейчас уже делаем наклоны, то вот в этой части разминки, как правило, все люди чувствуют уже хороший разогрев, даже может быть легкое потоотделение. В общем, все нужные и правильные признаки хорошей разминки. Старайтесь руками проводить с хорошим нажимом по ногам. Ну, считаем, что сделали. Минимум 10 раз. Теперь мы должны переходить к стопам. Здесь есть варианты. Если вы плохо держите равновесие, вы можете просто сесть на пол. Мы будем работать по очереди с одной и другой стопой. Если вы так средне держите равновесие, держитесь одной рукой за какую-то опору, например, за стул. Если вы отлично держите равновесие, делаем так, как я. Вот мы вот таким вот образом согнули ногу. Мы заодно раскрываем тазобедренный сустав. И мы сейчас будем работать с точечкой, которая находится под основанием пальчиков, подушечками пальчиков стопы по центру. И эту точку с хорошим нажимом мы должны разминать минимум по 54 раза в каждую сторону. Вообще я где-то читала, что эта точка отвечает за долголетие. И поэтому китайские целители считают, что вы должны каждый день простукивать, прожимать и разминать эту точку, ну, больше, чем по 54 раза, примерно по 108 раз в каждую сторону, и тогда будет вам счастье и долгая жизнь. Но мы сделаем по 54 раза, только нажимать нужно так хорошо. Ну, считаем, что сделали, и то же самое на другой ноге. Не забывайте, что вы всегда можете просто сесть на пол и делать это, сидя на полу. Работаем хорошо над стопой. Я вот делаю сейчас там по несколько раз в одну и в другую сторону, все время чередуя стороны. И смотрю вниз на пол, чтобы удержать равновесие. Если колено так не раскрывается, абсолютно не страшно. Можно любые варианты придумать. Все, считаем, что сделали. Теперь мы продолжаем нашу разминку. И следующее очень приятное упражнение. Мы должны просто потрястись, не отрывая пяточек от пола. Всем телом. Постарайтесь абсолютно расслабить все мышцы. И как будто бы на оси, жесткой оси, на позвоночнике свободно висит, трясется ваше тело. Вот некоторое время мы трясемся так. Есть. Теперь мы начинаем раскручиваться. Это так называемая спиральная волна. И эту спиральную волну нужно делать от 20 повторов в каждую сторону до 2-3 минут. Если у вас есть время, лучше сделать ну хотя бы вот 2 минуты. И напоминаю, пока мы делаем это упражнение, что толчок идет ногами от пола, передается усилие через все суставы ног на таз, и после этого разворачивается таз, за ним с задержкой на долю секунды разворачивается грудная клетка, плечи, потом
по инерции, свободные, как веревки, двигаются руки, и потом поворачивается шея и голова. Вот примерно так это движение осуществляется. То есть руками мы не делаем никаких усилий, это очень важно. Это движение очень полезно. Вообще, когда у вас вообще есть, например, там 10-20 секунд для разминки, вот сделайте только это упражнение. Ну, у него есть много разных применений, и ссылки на ролики с этим упражнением сейчас появятся вверху экрана. Так, ну мы считаем, что мы сделали это упражнение. Теперь следующее наше упражнение уже будет задействовать мышечные группы нашего тела. Итак, мы должны сделать упражнение, когда у нас локоть и колено встречаются на серединной линии корпуса, поочередно. Делаем минимум 10 раз на каждую сторону, лучше 20-30. Это упражнение очень хорошо не только разогревает, но влияет отлично на позвоночник, на все суставы, а также выравнивает мышечный тонус по нашему телу. Старайтесь, чтобы у вас локоть заходил за серединную линию корпуса. Ну, последний раз. Считаем, что сделали. И самый последний элемент нашей разминки – это движение глазами. Мы должны сделать 4 вида движения глаз по 12 повторов. Итак, первое. Мы должны свести глаза к центру и двигать их вдоль центральной линии сверху вниз 12 раз. Вот примерно так. И так далее. 12 раз. Я знаю, что это выглядит страшно, поэтому я дальше не делаю. Дальше. Следующее движение по горизонтали. В одну сторону, в другую. Проводим глаза по центральной линии. Тоже 12 раз. И постарайтесь отслеживать, чтобы ваши движения глаз были не рывками, без рывков и продергиваний, плавно. И до максимума доходили. И дальше по кругу, в одну и в другую сторону. И здесь лучше использовать большой палец. Вы фокусируете ваше зрение на большом пальце руки, и дальше вот вы ведете большой палец и, соответственно, ведете глаза. Ну, мне всегда проще без пальца, вот просто делать по кругу. Движение глаз, вот в одну сторону, скажем, 12 раз, и то же самое в другую сторону. Если вам проще при этом вести глаза за пальцем, делайте так, как вам удобно. Ну вот и все, друзья, мы закончили нашу разминку. Если она вам понравилась, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Еще хочу отметить, что эта разминка, помимо разогрева и усиления тока жидкости в организме, как обычная разминка, она еще отлично гармонизирует и балансирует токи энергии в теле. И, в общем, в итоге приводит вас в оптимальное на данный текущий момент ваше состояние, что, в общем-то, дорогого стоит. Помимо всего прочего, регулярное выполнение этой разминки способствует существенному омоложению и развитию и тренировке нейропластичности мозга, что, в свою очередь, способствует интеллектуальному долголетию. Итак, на нашем канале каждый может найти разминку под свой вкус и свои требования на данный конкретный момент. То ли это суставная гимнастика, то ли это утренняя зарядка «Здоровый позвоночник», то ли это бодрость, энергия, тонус, то ли вот данная разминка. Заходите на наш канал и выбирайте то, что вам больше нравится. А впереди вас ждет еще много всего интересного. С вами была Елена Смелянская, и увидимся. Всем пока!